Тогда назову это так, постбреловский синдром. Рассмотрим ситуацию с тарифами на электроэнергию в Эстонии и Финляндии. Да? То есть 80 километров. 92. Ну, извините. Такое огромное расстояние взял и украл. Да. Ну да, для такой маленькой страны, да, согласен. Итак, что называется, границы рядом, а тарифы, когда я последний раз смотрел, были, ну, скажем так, для порядка просто там 10 и 100, да, то есть 15 такое. И 150. То есть это даже не разы, это кратность с нулем. И мы с тобой обсуждали, да, тему и поставок электроэнергии, и погодные, и прочее. Но вот почему такая кратность? И как долго она продлится? Мне кажется, что дело в правилах работы биржи вот этой Nord Pool, скандинавской, так скажем. Там явно что-то напутано. Разумеется, финские производители электроэнергии кивают на то, что не работает один из кабелей, порван. То есть мы бы рады, но вот делаем, что можем. Связано, наверное, с тем, что в последнее время атомная электростанция Олкилуото работает без замечаний, а это 1600 мегаватт, реакторы ПР-1600, то есть у них хватает. В Эстонии я не знаю, что там происходит, в чем там проблема, почему у них этот оператор называется Элеринг, то есть вот эти 90 километров и 10-кратное увеличение тарифов. Я так понимаю, что там многие недовольны. Закрылся крупнейший потребитель, целлулозно-бумажный комбинат под Таллином. Что там происходит? Может быть, у них ветроэлектростанций недостаточно. Сейчас уже подводят статистику февраля. Если в прошлом году доля ветрогенерации была порядка 32-33%, в этом году у них февраль 13%. Может быть, вот на этом что-то связано. Ну и то, что, я так понимаю, Латвия сейчас не может подстраховать, потому что зима, воду в водохранилищах надо пока накапливать. Тут сложно им там. А если говорить, ну, так сказать, с экономической точки зрения, отсекая поставки из России и из Белоруссии, они снижают диверсификацию. И поставщиков становится меньше, но и от чего бы не выкрутить руки, если ты монополист. Мне кажется, что как-то вот так. Основная проблема, чем ниже уровень диверсификации, тем выше цена. Вот мы наблюдаем то, что происходит в Европе, и наблюдаем то, что происходит в Китае. В Китае стоимость газа процентов на 30 ниже, чем в Европе. Это долгосрочные контракты на поставки СПГ с привязкой к нефтяной корзине. Это трубопроводные поставки по формуле цены с привязкой к нефтяной корзине. И сказать, что какая-то одна группа поставщиков превалирует на китайском рынке, нет, не получается. Есть собственная добыча. Если мы, допустим, на нефтяной рынок смотрим, да, Россия на первом месте, но это первое место 20%. Не 90, не 80, не 100. То есть Китай свою политику импорта углеводородов выстроил так, что его никто не контролирует. Да, большой объем поставок идет из Австралии, с которой отношения не всегда ровные, но зато всегда ровные отношения с Катаром, потому что вот Китай и Катар думают только о самих себе, о том, чтобы больше денег заработать, больше ни о чем. Поэтому у них никаких политических трений нет. Катар охотно идет на долгосрочные контракты, Китай идет охотно на долгосрочные контракты. Но трубопроводные поставки не только из России, но и из Центральной Азии, от 3 центральноазиатских республик. Из Мьянмы там, по-моему, идет, то есть, 3 трубопровода, масса поставщиков, вот нормально выстроено. А когда ты, проявляя свою могучую политическую волю, отсекаешь часть поставщиков, ну, остальные должны тебя жалеть, что ли? У нас же этот, как его, капитализм. Так что, на мой взгляд, не самое логичное решение было. Ну, какое приняли, такое приняли. Теперь могут, не знаю, радоваться, не радоваться, размышлять, думать. Ну, и я так понимаю, о сроках что-то говорить тоже бесполезно. Бесполезно, но, с другой стороны, отопительный сезон потихонечку заканчивается. В прошлом году он в Европе закончился 30 марта, то есть месячишка, а потом, может, потеплеет и полегче будет. Ну, я не знаю, как по поводу 30 марта и Эстонии. Ну, как? Ну, если повезет, будет хорошо, если нет, то нет. Они же в Европе, все зависит от погоды. Будет тепло, будет урожай.
Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Будет ветер, да? Будет ветер, волны и прочее. будет ниже цена. Да. Еще можно время от времени давать информацию о том, что мы намерены строить у себя атомную станцию малой мощности. Это сразу снижает цену. Что каких лет 10-12, может быть, построят. Очень интересный британский стартап. Интересен тем, что получил одобрение в Канаде от государственного регулятора. И в соответствии с тем меморандумом, который был подписан Эстонией с компанией, которая этот стартап продвигает, после того, как референтный блок в Канаде будет построен, пару лет на него посмотрят, все ли в порядке, можно будет строить в Эстонии. То есть лет 15 каких-нибудь, и немножко полегче станет. Что такого ничего страшного. В последнее время, правда, в связи с новыми веяниями из-за океана там какие-то изменения, может быть, происходят. Громогласно заявлено, что разбирают Литва линии электропередач, опоры на границе с Белоруссией. Но фотографии с мест показывают, что опоры на месте. И кроме того, достаточно неожиданно кто-то из высших политиков Литвы сообщил о том, что заканчивающийся в этом году, в декабре месяце, договор о транзите российского газа из России в Россию, то есть в наших склавах в Калининградской области, не видит причин для того, чтобы его не продлить. Может быть, это здравый смысл, а может быть, какой-то бухгалтер мимо проходил, объяснял, что за транзит платится совершенно исправно, и что ж тут. Может быть, что-то изменится. Насколько я видел информацию, это же мнение, несмотря на всю антироссийскую риторику, звучало уже из уст президента Литвы о том, что... Ты говоришь, кто-то из них сказал. Да, я видел от министра, по-моему, профильного. Профильные министры, я же говорю, что там все достаточно своеобразно. Договора эти десятилетние, он первый раз был подписан в 1995 году, в 2005. Дальше подходил срок в 2015. Европа уже тогда билась в антироссийской истерике из-за крымских событий. Но был пункт в договоре, что если стороны не возражают, то он автоматически продлевается на 10 лет. Я так понимаю, что в «Газпроме» еще только начали размышлять, то ли обращаться к литовцам, то ли подождать, пока истерика пройдет. Когда литовцы просигнализировали, у нас возражений нет. Договор был автоматически продлен. Потом, правда, литовские политики за своих газовых дел мастеров взялись, что это такое? Что такое? Нам деньги дают, нам газораспределительные сети, на что-то надо поддерживать. Вы уж извините, вот прибыль. Сказали литовские политики. Ладно. Так что не исключаю, что и в этом году произойдет ровно то же. С этой тематикой закончили. Хватит. Достаточно. Да. Самое главное в этой ситуации был Калининград, да, о том, что... Там мы перестрахованы. Мы с тобой как раз обсуждали, по-моему, то ли на прошлой, то ли на позапрошлой программе очень плотно. Давай, уголь, все есть. Да, давай тогда с севера на юг. Мы с тобой за всеми вот этими новостями, особенно когда переживали за Приднестровье, чуть пропустили заседание Каспийского форума, 5 стран. Но я так понимаю, что если каких-то таких вот новостей не выстрелило, значит, там, наверное, все в спокойном формате прошло. В качестве почетного гостя там присутствовал Таджикистан. Насколько я видел, последние новости из Таджикистана, это касалось и Рагунской ГЭС, и сотрудничества с Ираном. Насколько есть какие-то новости из нашей с тобой сферы энергетики? Что касается сферы энергетики, наконец услышал то, что ждал уже лет 10. Министр энергетики России сообщил, что будет создана в ближайшее время рабочая группа по прокладке последнего участка западного маршрута международного транзитного коридора север-юг. Я имею в виду достройку от Решты до Остры, вот этого горного участка. Там сметная стоимость на 160 километров 2 миллиарда долларов. Из них миллиард дает Россия в виде кредита, остальное должен найти Иран. Иран сказал, что точно найдет. И на это третий по счету был форум
Предложение интеграционное, как ни странно, не от нас, а от Туркменистана. Они предложили сделать вот этот форум постоянно действующим органом. Третья встреча. Крупных руководителей высшего звена, так сказать, не было. В основном прошло на уровне вице-премьеров. Действительно рабочая обстановка. Говорят о том, что надо все-таки заняться международным транзитным коридором, уже пора. Работы на самом деле много. Большую активность проявляет Туркменистан, причем не только на словах, но и на деле. Это восточный маршрут, то есть вдоль восточного побережья Каспийского моря. Это прежде всего Туркменистан, Казахстан. Напомню, что Туркменистан за это время успел построить второй погранпереход железнодорожный. Это и смена колеи 15-20 российская, советская, там как угодно называйте, и 14-30 в Иране, но тем не менее теперь таких железнодорожных веток уже 2. И, естественно, Туркмения беспокоится о том, чтобы грузов шло больше, но для того, чтобы грузов шло больше, нужно прежде всего участие Казахстана. Все, что можно поставлять с севера, а я все жду, когда какую-нибудь активность начнет проявлять наша многоуважаемая, любимая мною и даже почитаемая российская железная дорога. У нас 3 железнодорожных ветки, входящие в Казахстан, с Урала, 2 со стороны Сибири. То есть, если говорить там о том, чего точно не хватает в регионе Персидского залива, все тот же уголь. Все тот же уголь, с которым у нас проблема. Создан кризисный штаб во главе с вице-премьером Александром Новаком. Поскольку мы почему-то в прессе чаще всего видим именно о западном маршруте, то есть через территорию Азербайджана по железной дороге, это все хорошо. Но тогда почему международный транзитный коридор север-юг? Это юг-северо-запад. А если север, то это Сибирь. А если Сибирь, то это восточный маршрут. То есть через Казахстан. Но пока, как ни странно, новых железнодорожных проектов у России и Казахстана не озвучено. Хотя, казалось бы, и Казахстан заинтересован в том, чтобы транзит шел, и уж Россия тем более. Что не растет сосна в Иране и в Пакистане. Вот не растет. А у нас плохо с финиками. Особенно где-нибудь в Новосибирске или в Кемерово. То есть, товарооборот может наращиваться и здесь. Порадовали новостные агентства, которые сообщили о том, что пропускная способность МТК «Север-Юг» может увеличиться до 25 миллионов долларов. Я долго думал, что это значит. Грузооборот в долларах. Ну ладно. На самом деле, из того, что нас в некоторой степени должно тревожить, через Каспий проходит не только с севера на юг маршрут, центральный маршрут МТК «Север-Юг», это морская часть с северного побережья, то есть с российского побережья Каспийского моря на юг, то есть в Иран. Еще есть направление с запада на восток или с востока на запад, как угодно. С одной стороны, это часть шелкового пути, но с другой стороны, очевидно, что этот маршрут будет проходить мимо России. И все тоже грузооборот между развивающимся востоком и стагнирующим западом. Но, тем не менее, какие-то усилия здесь тоже предпринимаются. Из практических шагов в Дагестане должно будет пройти собрание уже экологов. Не потому, что там углекислый газ или что-то еще, Каспийское море мелеет. Надо что-то делать, надо какие-то общими усилиями что-то решать. Нужно что-то решать с течением Волги. Видимо, углублять русло надо, соответственно, и Сырдарья, Амударья, вот это тоже все надо как-то приводить в порядок. С другой стороны, между делом так вскоре заметили, что Аральское море стало немножечко подниматься. Вот. Ну и третий момент. Иран предложил организовать такой же форум, но уже на уровне не государства, предпринимателей. И в очередной раз заговорили о том, что будут пробные маршруты, пробные поставки из России в Пакистан. И вот здесь крайне занимательно. Еще в 2009 году была построена железная дорога, я даже не знаю, кто-нибудь слышал о ней, маршрут Стамбул, Тегеран, Исламабад. Называется она «Эко-контейнер Трейн». Общая протяженность 6500 километров. Чтобы мало никому достойно. Не было. Более чем достойно. Это, опять же, проблема с колеей.
Турции и в Иране 14:30, в Пакистане так называемая широкая имперская колея, доставшаяся в наследство от Великобритании, когда она была действительно империей. Если Великобритания – это империя, то то, что сейчас, ладно, это к филологам, это я не знаю. Потом это было остановлено по самым разным проблемам, в основном из-за погранпереходов. То есть вот, надо было налаживать как-то законодательство, чтобы таможенники не держали сутками маршруты. В 21-м вроде бы восстановили, то есть теоретически возможно из России по железной дороге добраться до Ирана, развернуться и уйти в Пакистан. Но там сложность, потому что та часть маршрута, которая на Пакистан приходится, 1900 километров, порядка 1000 проходит по территории Белуджистана. И поэтому вот с 2021 года, с того момента, как вроде бы возобновилось движение, информации просто никакой нет. Вот исчезла. Удивительно было то, что на форуме не было делегации Узбекистана. Обычно на предыдущих двух он присутствовал, в основном потому, что в этом году ожидается начало строительства железной дороги из Узбекистана в Пакистан через Афганистан. Трансафганская железная дорога. То есть Узбекистан уверенно заявил, что свою часть железной дороги он будет приводить в порядок. Железная дорога сейчас доходит до Мазари-Шарифа, но она не электрифицирована. То есть вот эту работу Узбекистан готов вести сам. Россия заявила, что ей это тоже интересно, но пока сказать сложно. А что касается Белуджистана, вот эти пробные поставки из России в Пакистан будут идти через море. То есть железная дорога, видимо, там такая обстановка, что контейнерные поезда лучше туда не пускать. Проще добраться до Бендер-Аббаса, на берегу Персидского залива, порты, железнодорожная станция в Иране, с тем, чтобы потом паромом перевести в Карачи. Вот такая там обстановка. Таджикистан. Таджикистан. Таджикистан – это Рагунская ГЭС. Вот прежде всего это Рагунская ГЭС, потому что невероятный на самом деле проект. Если она выйдет на полную мощность, к 1932 году это должно завершиться. Общая мощность, если все 6 гидроагрегатов будут работать, 3600 мегаватт. То есть 3 атомных реактора. Это будет самая высокая в мире плотина, 335 метров. То есть горы, вот такое, египтяне вместе со всеми своими пирамидами отдыхают. Невероятно сложный, невероятно красивый проект. Общая площадь водохранилища 8 кубических километров. Ну, или там, так, километр. 8 миллиардов кубометров, так кажется. Вроде бы так. Проблема с тем, что дальше Вахш не понесет воду, и все, кто ниже по течению, могут без нее остаться, согласовано. То есть там не будет такого, что поставили плотину, и пока она не наполнится, никто ни капли воды не увидит. Нет, там все будет вполне разумно. Сложно сказать, сколько будет общая стоимость, потому что, во-первых, инфляцию никто не отменял, во-вторых, ввести вот такие циклопические совершенно работы в горах, достаточно сложно. На день сегодняшний у нее вложено больше 4 миллиардов долларов. Для продолжения строительства на день сегодняшний собрано еще 812 миллионов. Это, как ни странно, Италия, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк развития и Фонд развития Абу-Даби. Из этих 812 462 кредиты, такие кредиты, не очень похожие на российские, 25-30 лет, 2-3% годовых. Это не фантастическая сказка была, 2-3% годовых. Но этого тоже может не хватить, поэтому было подано заявление, опять же, в Азиатский банк развития, еще на 500 миллионов долларов для того, чтобы все это завершить. По плану на полную мощность Рагунская ГЭС должна выйти в 2029 году. Первые 2 гидроагрегата стоят, но работают на пониженной мощности, просто плотина до самого верха еще не дошла. Вывели ее на высоту 185 метров, общая высота 335. То есть там есть еще что работать. Тем не менее, гидроагрегаты работают. На день сегодняшний 760 мегаватт уже производится. Разумеется, Таджикистан
очень сильно рассчитывает на то, что это будет завершено, потому что это будет порядка 80% всего объема выработки электроэнергии в Таджикистане. То есть, в 2 с лишним раза увеличатся объемы. Планировалось это достаточно давно. Тогда думали о ЦАСа-1000, Центральная Азия и Южная Азия, высоковольтная линия электропередач из Таджикистана в Афганистан, через Афганистан в Пакистан. Север Пакистана не электрифицирован, территория Афганистана электрифицирована на 30%. Понятно, что спрос огромный, но в последнее время опять стали напрягаться отношения между Таджикистаном и Афганистаном, поэтому Таджикистан, присутствуя на Каспийском форуме, разумеется, говорил о том, что, как сейчас модно, зеленая энергия, вот это вот все. Я так понимаю, что дальше пойдут двусторонние переговоры на эту тему с Казахстаном.